Представьте себе самый страшный ночной кошмар. Вы идете по темной криминальной улице провинциального города. Холод, ночь, вокруг ни души. И вдруг рядом тормозит машина. Вы знаете, что садиться к незнакомцам смертельно опасно. Но вы садитесь. Почему? Потому что это милицейская машина, а за рулем сидит человек в форме. Он улыбается. Он не вызывает страха. Он вызывает чувство абсолютной безопасности. Михаил Попков, младший лейтенант милиции, примерный семьянин и самый плодовитый серийный убийца в истории России. 83 доказанных убийства. Он превзошел Чикатило. Он убивал женщин на протяжении 20 лет, оставаясь абсолютно невидимым для системы, потому что сам был ее частью. Но как заставить человека, убившего более 80 человек, рассказать все? Как сломать того, кто знает систему изнутри? Сегодня мы разберем стенограммы и материалы дела Михаила Попкова. Мы проанализируем психологические уловки и интеллектуальную дуэль, в которой следователь заставил монстра заговорить. Попкова искали 20 лет. Его поймали не благодаря гениальной дедукции, а благодаря науке. На телах жертв криминалисты находили следы спермы. Убийца обладал редкой генетической аномалией. Следствие пошло на беспрецедентный шаг. Они взяли ДНК у 30 тысяч милиционеров региона, бывших и действующих. Анализ Попкова совпал на 100%. Его задержали в поезде, когда он ехал во Владивосток за новой машиной. И вот здесь начинается самое интересное. Первая стадия допроса. Обратите внимание на его поведение в первых материалах дела. Типичный пойманный преступник паникует, сбивается, отрицает все с пеной у рта. Попков, согласно отчетам оперов, ведет себя абсолютно расслабленно. Следователи позже назовут это холодное спокойствие и его пустые глаза взглядом рептилии. Он уверен, что умнее всех в этой комнате. Как бывший милиционер, он знает, признание – царица доказательств. Но ДНК – это приговор. Когда ему кладут на стол результаты ДНК, Попков делает расчетливый ход. Он признается, но только в 3 убийствах. Почему именно в 3? Это классическая тактика серийных убийц, знакомых с криминалистикой. Он отдает следствию кость. Он признает только те эпизоды, где его биологические следы являются железным аргументом. Остальные 80 трупов он собирается унести с собой в могилу. Следователь Артем Дубынин вспоминал: он очень любит себя, считает себя 7 пядями во лбу. На первых допросах он сидел и прямо в уме до копейки высчитывал, какую милицейскую пенсию ему будут платить в тюрьме. Следствие смогло доказать 22 убийства. В 2015 году Попков получает пожизненный срок. Дело закрыто. Общество может спать спокойно. Но следователь по особо важным делам Евгений Корчевский понимал: 22 – это лишь вершина айсберга. Убийств в разы больше. И Корчевский начинает свою игру. Чтобы маньяк заговорил после суда, когда ему уже нечего терять, нужно разрушить его защитные барьеры. Не давлением, а пониманием. Корчевский применил высший пилотаж криминальной психологии. Серийные убийцы строят мощные психологические защиты. Если следователь кричит, обвиняет или показывает отвращение, преступник замыкается. Корчевский убрал эмоции. Он ни разу не назвал Попкова маньяком, извергом или животным. Он общался с ним как с коллегой. «Мы с тобой оба из системы, Михаил. Давай поговорим как профессионал с профессионалом». Согласно воспоминаниям оперов, в этот момент на лице Попкова появилась легкая, еле заметная ухмылка. Ему впервые за долгое время стало комфортно. Ему льстило, что важный следователь из Москвы советуется с ним как с экспертом. Допрос превратился в рутинную беседу 2 оперов, обсуждающих старые висяки. У каждого серийника есть оправдание. Однажды Попков нашел дома использованные презервативы. С этого момента у него сорвало крышу. Он придумал себе миссию. Он чистильщик. Он убивал женщин, которые, по его извращенному мнению, вели себя аморально, выпивали, садились ночью в чужие машины. Как это использовал следователь? Корчевский не стал спорить с этим бредом. Он принял систему координат маньяка. Вопрос задан так, чтобы подтвердить статус Попкова как судьи. И маньяк начал раскрываться. Он жаждал рассказать, каким он был вершителем судеб. Если бы Корчевский сказал: «Ты жалкий трус, убивающий слабых пьяных женщин», Попков замолчал бы навсегда. Но Корчевский слушал его как философа. Корчевский заметил страшную деталь. У Попкова была эйдетическая, фотографическая память. Преступления были записаны в его голове как кино на пленке. Следователь начал возить маньяка на места преступлений 15-летней давности.
И здесь сработал триггер. Попков вспомнил все. Цвет туфель жертвы, что они покупали в ларьке в 1997 году, где именно лежат вещи. Для убийцы, сидящего в одиночной камере бетонного мешка, воспоминания — это единственный способ заново пережить чувство абсолютной власти. Выезжая в лес на следственные эксперименты, Попков снова становился богом. Он водил полицию за собой. Он указывал, где копать. Он наслаждался этим. Исследователь Корчевский превратил эти выезды в своеобразный отпуск для маньяка в обмен на правду. Плотина прорвалась. Попков, который изначально открещивался от всего, начал писать явки с повинной пачками. Он садился в камере и спокойным почерком методично описывал десятки новых убийств. За сигареты, за чай, за возможность поговорить со следователем он выдал еще 10 трупов. Затем еще 20. Затем еще 30. Первое. Тщеславие. Он понял, что может войти в историю как самый массовый убийца России. Для его гипертрофированного эго это был триумф. Второе. Безнаказанность. В России нет смертной казни. Он уже получил пожизненное. Математика проста. Сколько бы новых сроков ему не дали, хуже уже не будет. И третье, самое главное – побег от режима. Колония для пожизненно осужденных – это ад на земле. Передвижение только согнувшись, руки за спиной. 23 часа в камере. А пока идут суды и новые следствия, Попков сидит в обычном СИЗО Иркутска. Там режим мягче. Там можно смотреть телевизор, читать книги, курить и ездить в лес на следственные эксперименты. Признаваясь в убийствах дозированно, он просто покупал себе комфортную жизнь. Самое страшное в стенограммах Михаила Попкова – это отсутствие самого монстра. Читая его показания, ждешь слов рычащего психопата, коварного злодея в стиле Ганнибала Лектора. А перед тобой текст обычного скучного человека. Он описывает то, как расчленял женщин, так, словно зачитывает инструкцию к микроволновке. Ну, я ее топориком. Ни тени эмоций, ни капли раскаяния на бумаге. Просто техническая проблема, которую нужно было решить. Следователь Евгений Корчевский, человек, который залез в голову к самому страшному убийце современности, в одном из интервью подвел итог этой интеллектуальной дуэли. Для человека в жизни что самое важное? Быть для кого-то нужным. А что ждет его в тюрьме? Ничего. Он стремился к общению. Он не монстр из кино. Он просто машина. Конвейер смерти. 83 доказанных жертвы и 3 выживших. Михаил Попков продолжает сидеть в тюрьме. И следователи уверены, он все еще не рассказал о десятках других женщин. Он бережет их как валюту, чтобы в следующем году снова написать явку с повинной, выпить чаю со следователем и съездить в лес. Потому что монстры, они не прячутся под кроватью. Иногда они носят милицейскую форму и улыбаются вам из-за руля.